Ребята, Круз со стуком двигателя. Пробег 239 тысяч километров. Кольца никакие мы менять не будем. Проще поменять уже поршня в сборе с кольцами. Но этого мы тоже делать не будем. Ремонт будет максимально бюджетный. Водителю надо, чтобы машина ездила. Я смотрел уже эндоскопом в этот мотор на диагностике. Хон отличный. Задиров никаких нигде нет. Вот слышно, как поршень стучит во время перекладки. Откололась часть юбки поршня. Сейчас немножко прогреем его, чтобы слить масло. Масло, причем он сказал, тоже недавно менял. Поэтому сольем аккуратно в чистую тару. Ездить так опасно, может еще кусочек отвалиться, да, и поршень развернет и просто размолотит весь блок. Пока идет ремонт, прокачаем ему маслоотделитель Валеры пеной раскопцовкой. Снял я поддон, но никаких осколков от поршня я не обнаружил. Вот самый лучший ракурс, вот второй цилиндр, видно, да, юбка поршня темненькая такая. Вот третий цилиндр. Видно, блестящая часть юбки откололась. Так, друзья, если дроссель будете снимать, снимайте его вместе с трубкой, вот с этой. Эту трубку не отсоединяйте, потому что вы ее уже обратно не поставите. Либо сломается, либо что еще. Дроссель тоже помоем. Выработка незначительная. Юбки нет. Зазорчик в кольце компрессионном 0,17. Немножко зажимает. Пусть будет 0,16. Ладно. Друзья, короче, весь двигатель облазил. Ступеньки, где могут быть тут на насосе. Вот там сзади. Ну там нет ничего, я не знаю, где этот кусок. Какая-то фантастика. Скорее всего, он, наверное, приехал в сервис, ему сняли поддон, нашли этот кусок, вынули. Я не знаю. Я с ним не разговаривал на эту тему. Все ходит без заеданий, все четко. Куска нигде нет вообще. Там и места нету, чтобы он где-то там повис или застрял. Все это дело выкидывается в поддон. В поддоне пустота. В таком состоянии головка. Впускные клапана все сухие, поэтому колпачки маслосъемные менять здесь очень рано. Сразу вам говорю, что этого делать я не буду. Максимум проверю клапана. Здесь просто аккуратно почистим. Видно, что выпускные клапаны вообще без налета. То есть масложором он не славился. Ну вот его поршень. Вот этот поршень. Вот от того блока. Этот поршень с пробегом 170 тысяч километров. Ставим его. Если бы это был бы мой мотор, я бы здесь просто подкинул новые поршня вместе с кольцами. А вообще в идеале поставить опельские. Но цена очень кусачая. Поэтому делаем такой колхозный ремонт, чтобы покататься. Я думаю, ходить будет, ничего страшного. Пробеги у них бывают конские. Поршень от мотора такого же, пробег 170 тысяч. Это старый поршень. Вот если пошатать, маленькие лифточки есть. Здесь посильнее. Сейчас я попробую снять этот поршень и раскоксовать кольца. Если зазор уменьшится, значит все проблемы из-за того, что льем поганое масло, раскоксовываются кольца, начинает поршень болтаться, из-за этого все вот эти проблемы. Вот поршенечек, все черное. Но задиров и рисочек нигде нет.
компрессионные крутятся. Маслосъемная вроде тоже подвижная, но здесь много шлама. Давайте попробуем один поршень засунуть в ванну ультразвуковую, помыть его. Если люфт уменьшится, по-хорошему здесь надо менять поршня. Думаю, износ юбки идет, и он начинает в МТ болтаться. Кольца стали подвижны. И то, друзья, вот даже ультразвуковая ванна, да, кипяток, химия, все равно вот какие-то вещи остаются. Так, промываем, смазываем, устанавливаем. Если сейчас люфт будет меньше, значит делаем все это дело с остальными поршнями. Действительно, моя теория оправдалась. Вот поршень, который я поменял, минимальный люфт. Вот поршень, которым я делал раскоксовку. То есть он чуть-чуть болтается, но нет вот этого хлебка. И вот эти вот разговоры, жалобы появились именно вот буквально в течение этого года, зимой, что на холодную очень сильный перестук поршней, перекладка. Я думаю, что это все связано с нахлынувшими контрафактами и подделками масла на наш рынок в последний год. Все знают из-за чего. Вот, из-за санкций. Я думаю, что каждый заливал паленое масло в свой мотор. Хотя сам об этом и не знал. Так что вот, пожалуйста, есть люфток, но нет вот этого перестука. Сейчас я вам покажу первый, четвертый. Вот первый. Слышите? Вот четвертый. То есть перекладка. Да, есть выработка на поршнях. Хон отличный, еще раз повторю, в этом моторе. Сейчас мы потратим еще час времени, снимем эти поршни и замочим. Так, вот они. Смотрите, вроде движок чистый был, да, сначала. Смотрите, какой нагар между кольцами. Просто ужас. Ну, компрессионный вроде ходит. Маслосъемные неподвижны. Так, четвертый цилиндр. Небольшой износик юбки. Сзади чуть побольше, соответственно. Ну, кстати, я вот вам скажу, что первый, четвертый получше. Второй цилиндр вообще был спаксован. Так, по-прежнему я не могу найти осколок поршня. Вот я думал, ну там может быть. Но нет. Скорее всего, водитель пригнал его в сервис, вскрыли поддон, забрали этот осколок, аккуратненько поставили на место и отправили ко мне. Но мне ничего он не говорил. Надо ему позвонить, спросить. Просто, если он где-то там завис, еще есть предположение, что может там что-то застрять. Нет, там нет. Вот так, вон он где спрятался. Сейчас мы его пропихнем. Вот он где сидит. Вот он. Друзья, сверху опять в этом же отверстии, вон внизу второй кусок. Туда, видать, его заплющило под датчик детонации. Так, все, друзья, и второй кусочек тоже был там. Все, можно теперь не беспокоиться, что где-то что-то выскочит. Можно собирать. Так, с поршневой закончили. Первый, четвертый. Маленький люфт, но стука нет, друзья. Здесь то же самое. Маленький люфт, но стука нет. Поэтому вопросы мне больше не задавайте. Почему у вас круз зимой застучал на холодную? Перекладка поршней из-за того, что залегли кольца. Кольца теряют подвижность. Поршень, получается, болтается. Согласен, что здесь поршни износились. Я бы здесь поменял новые. Поставил бы от Opel. Но
это не было обговорено. Поменяли поршень, очистили кольца, канавки, все четко, машина будет ходить. Собираем. Головка, кстати, вообще в идеальном состоянии. Я немножко прошелся щеточкой. Нагара абсолютно никакого масляного не было, поэтому с массажером у этого двигателя все отлично. Так, прокладка здесь Эрлинг, болты Виктор Рейнс. Проверим катализатор в каком состоянии. Катализатор начал выкрашиваться. Так, надо водителю сказать, чтобы принял меры. Пора его удалять, наверное. Клапана все в допуске, за исключением одного. Первый клапан первого цилиндра. Здесь зазор 0,20, минимум 0,21. Поэтому из-за этой 1/100 я туда не полезу. Ничего страшного не произойдет. То, что зазоры в допуске на таком пробеге, говорит о том, что машину никогда не перегревали. Водитель следил и вовремя менял масло. Сразу видно, что моторчик чистый. Усадка минимальная. Так что вот из-за этого одного клапана я туда не полезу. Все, собираем дальше. Осталось ГРМ. И заводим. Гофра просится на замену. Так, друзья, сразу в этом видео, пока я его не выложил, еще одна машина пришла, Круз, то же самое. Тут как бы юбка, вот она. Это второй цилиндр был, я посмотрел. Водитель признался, что ездит на 92-м бензине. При попытке обгона раздался характерный звук. Скорее всего, после детонации разорвало юбку поршня. Ладно, это не важно. Главное, чтобы вот такие маленькие вот осколочки, чтобы их было как можно меньше, потому что они могут просочиться вот через эту сеточку. Эта машина у меня уже была на ремонте. Я менял маслонасос и масло форсунки. Поддон, соответственно, мыл тоже я. Эту головку я уже подготовил, очистил, обработал. Не будем на этом останавливаться. Я уже здесь все проверил. Тоже вижу, маслица гонит. Тут прикладка сильная в втором цилиндре, здесь юбка обломана, третий тоже болтается. Пробег здесь всего 170 тысяч. В данном случае мы будем менять комплект поршней в сборе Тейкин. Я такие уже ставил, очень классная поршня, все четко, стандарт. Они уже подобраны по весу. До этого мы ставили, человек взвешивал, все было четко. Тут колечки. В общем, будем менять поршневую. Поршни встали очень плотно. Вот со всей силы давлю, люфта 0. То же самое. Сейчас эти два крутанем. Теперь вот третий цилиндр. Четвертый. Такое ощущение, что на них обоих юбка развалилась. Сейчас посмотрим. Третий цилиндр в порядке. Просто износ юбки с задней стороны. Так, последний поршень. Второй цилиндр. Тут нормально, переворачиваем. То же самое, друзья, куска нет. Вот сейчас мы возьмем предыдущую машину. Вот сравним, прям как будто по одному лекалу. Один в один. Я думаю, даже если взвесить эти куски, вес будет одинаковый. Только это третий цилиндр, это второй цилиндр. Получается прослабленная юбка. Здесь случилось на пробеге 170, здесь на пробеге 230. Переворачиваем. Вот где 230 видно чуть-чуть побольше пятно контакта.
Так что, друзья, вот такие дела. У меня уже таких 2 поршня в коллекции. Катайтесь на 92-м бензине, продолжайте его лить, и скоро у меня будет таких поршней очень много. Здесь все идеально. Машина была у меня, я смотрел эндоскопом, так не видно, хон есть. Не знаю, правильно это или нет, но в интернете все советуют маслосъемные кольца одевать именно так. Давайте посмотрим, вот производитель как это делает. Это нижнее кольцо маслосъемное. Должно прогибаться вниз. Прогибается вниз. Так, берем верхнее маслосъемное кольцо. Кстати, здесь колечки в нормальном состоянии, ничто не залегло. Так, верхнее должно прогибаться вверх, но прогибается вниз. Поэтому многие уже даже на японских машинах разбирают и говорят, что тоже хаотично установлены. Но мы сделаем, как говорят специалисты, хуже от этого не будет. Так что GM тоже не соблюдает это правило, если, конечно, оно есть. В ТИСе такого не написано. Поэтому, возможно, это какая-то выдумка. Но я сделаю, как рекомендуют. Поршень стандарт Z18, A18, F18 Telkin. Made in Indonesia. Так, выставляем поршня в среднее положение, чтобы при установке головки нам не загнуть клапана. Смазываем немножко цилиндры маслицем. Прокладочка Victor Reigns. Здесь все поменяли. Ставим бошку.